друзья, всем привет, с вами канал Art Games, и сейчас мы гуляли по выставке и встретили тут, нашли, точнее, даже такой интересный стенд, который отличается от всех игровых обычных стендов с играми, там где просто геймеры приходят, играют в игры, стрелялки, шутеры. И создатель, получается, данного вашего проекта, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Голковский. Я являюсь руководителем фирмы «Цифровая машина». А сама «Цифровая машина» входит в международное движение игроков в компьютерные игры, которое называется движение «Мутят». У нас есть члены организации из разных стран, в том числе довольно экзотических, например, Исландии. Мы считаем, что сейчас игровая индустрия, она перешла на новый этап, потому что все основные игры, игровые платформы, игровые миры, они уже созданы. И центр творчества, каких-то принципиально новых акций перемещается в сектор самих игроков. То есть ведь игрок в компьютерные игры — это не просто потребитель, зритель, да, он участник, он пользователь, он сам создает контент. В конечном счете, в чем успех, допустим, World of Tanks? В том, что в этих танках сидят люди. Они играют не с искусственным интеллектом, а они играют другими людьми. У каждого из которых своя психология, тактика, стратегия. И это придает игре необыкновенный интерес. Встречаются 30 человек, они играют друг с другом. Танки довольно такая простая игра. Есть ведь огромное количество сложных мультиплеерных массивных игр, там World of Warcraft, линейка, EVE Online и так далее. И там игроки объединены в какие-то кланы, сложные организации, у них сложные существуют формы общения. И мы постарались достроить этот весь мир в реальности. То есть мы создали, грубо говоря, такой суперклан, который объединяет огромное число отдельных игровых кланов в разных играх. И в то же время у нас есть своя игра такая, собственный такой квест. И прохождение его зависит от успехов конкретных игр. То есть, мне кажется, мы в идеале хотим дать для игрока в эти игры то, что он в этих играх не получает, потому что в конце концов человек играет в такую игру год, два, три, и он упирается в какую-то стену. Ему хочется продолжения. Он переходит в другую игру, начинает там снова с нуля. А находясь в нашей системе, он никогда не начинает с нуля. У него же есть место в иерархии. Ему помогают в новой игре игроки, которые входят в нашу систему. Он вступает в утиный клан. И так играть становится интереснее. Не говоря уже о том, что и выгоднее, потому что мы можем поменять одну игровую валюту на другую игровую валюту. Какие-то предметы в одной игре на предметы в другой игре. И просто общение в реале. У нас энтузиасты этих игр, есть и разработчики игр, и сценаристы. И у нас интересно, мне кажется. Впервые мы принимаем участие в этой выставке, и кажется, довольно большой интерес к нам есть. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы в будущем развивать свой проект в других странах, то есть кроме России? Да, я уже сказал, что у нас есть группа игроков, филиалы, которые существуют в других странах, и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, и в странах Азии. Мы сейчас активно развиваем проект в Исландии. У нас есть там свой исландский центр. Мы сотрудничаем с игрой EVE Online довольно тесно. И хотим усилить это сотрудничество уже не на уровне просто посещения их там центра и участия в фан-фесте, а может быть какие-то сделать элементы сотрудничества более тесного, потому что EVE Online в этом смысле уникальная игра. У них есть сообщество игроков, Звездный совет, который в том числе в той или иной степени влияет на развитие самой игры. А это, собственно, наша идеология. Мы считаем, что будущее игр может быть только в тесном сотрудничестве между производителями, модераторами и самими игроками.
и в целом будет единое такое, целое. У нас есть идея создания города игроков, то есть такого игрового центра, похожего, может быть, на имеющиеся игровые центры вроде Лас-Вегаса, но где основа будет не какой-то азарт, хотя компьютерные игры азартные, а прежде всего общение. Вот, и уровень жизни человека в этом городе будет зависеть прежде всего от его игровых успехов. Чем лучше он будет играть, тем более хорошо будет жить. И скажите такой финальный вопрос, это уже, конечно, просто про Игромир. Нравится ли вам данная выставка? Есть больше как отрицательных впечатлений, либо положительных? В целом положительные. Я часто ходил, на прошлые Игромиры ходил уже большое число лет, что-то меняется. Но в целом, мне кажется, общая атмосфера хорошая, интересная. И для меня лично я считаю, что в значительной степени реальная жизнь в той или иной степени будет напоминать в будущем то, что происходит на Игромире. Потому что мы сейчас, если бы человек 30-х, 40-х годов 19 века попал просто на улицу Москвы или Лондона или Нью-Йорка, он бы решил, что он находится в Игромире, потому что ходят люди с татуировками, с какими-то странными одеждами, он подумал, что это карнавал. А думаю, лет через 10-15 вот как на Игромире будет и везде. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Желаем вашему проекту развиваться только в лучшую сторону. И главное, больше, конечно же, вам идей, может быть, развиваться еще больше. Ну и главное, конечно же, кроме России, чтобы вы пошли, получается, дальше. Ваш проект развивался. Спасибо большое вам. Спасибо.